Из солнечной, теплой Аджарии мы уехали в Сванети. Сванетия спрятана среди высоких гор, дорог серпантинов, бурных горных рек и облаков, окутывающих вершины, на которых круглый год лежит снег. Еще лет 20 назад сюда было очень сложно добраться. Трудная дорога, горные перевалы и снежные лавины делали Сванетию почти изолированной от внешнего мира, поэтому здесь совершенно особенная культура и обычаи. Коровки перегородили дорогу. Всем доброе осеннее утречко. Мы сейчас в Сванетии. Сванетия — это регион на северо-востоке Грузии. Горы, ледники, озера, все здесь. И сегодня у нас будет очень насыщенный день. Я скажу так, что на один день в Сванетию ехать нет никакого смысла, минимум 3-4 дня здесь нужно, чтобы все увидеть. И я составила маршрут именно на 3-4 дня. Вот вкратце вам расскажу. У нас сегодня первый день. Сегодня утром мы проведем вместе и погуляем по центру города. Вот, затем мы поднимемся на канатной дороге в Хацвале. Там очень красивая панорамная площадка и ресторан очень красивый с видом на снежные вершины. А потом мы хотим успеть совершить трек, такое маленькое восхождение с Алисой к леднику Чалади. Ася, ты готова? Что-то я не вижу радостного настроя у тебя. Насчет Аси. Ася уже должна была улететь у нас в Одессу, но так как мы не могли взять нормальные билеты, то пришлось ее взять с собой в Сванетию. Мы на это не рассчитывали, и одежды у нее зимней вообще нету, как у нашего пирожка. Вон у нас какой комбинезон классный. Вот, поэтому я там поделилась с Асей своими кофтами, хоть как-то, чтобы ее одеть, потому что сейчас на улице очень-очень холодно. Да? А сзади смотрите, какой вид у нас красивый из нашего домика. Горы снежные. Сейчас покажу вам вообще, какой дом мы сняли. Вот здесь вот такая верандочка. Настоящий грузинский дом в горах. Это что-то было из фильмов ужасов. Заходим. Здесь одна комната. Здесь у нас стоит Алисина коляска. Так, наша комната. Там у нас уже гадюшничек небольшой. Вот здесь вот есть такой номер. И вот здесь вот есть вот такой номер. Но здесь никто не живет. И холодно в этих комнатах, поэтому мы спим вот там вот. Опять же, все индивидуально, но вот второй день в Сванете я советую провести так, поехать на целый день в Ужгуле. Мы будем арендовать машину завтра, сегодня решим этот вопрос. Как бы, если вы кого-то найдете себе в компаньоны, то это будет дешевле, потому что поездка в Ужгуле — это очень высокогорная община сванская, и туда добраться тяжело. Можно доехать только на джипах с очень высоким клиренсом, вот, на внедорожниках. На обычной машине вообще без вариантов, шанса никакого нет. Вот, и где-то, наверное, от $50 сейчас это будет стоить на целый день туда поехать. Летом стоит $70. Еще что я заметил, в Грузии очень много микроавтобусов Mitsubishi 8-местных, которые полноприводные. Вот. И если мы найдем компаньонов, потому что нас 4, то нам будет это в 2 раза дешевле. То есть таких Mitsubishi в Одессе у нас нету полноприводных микроавтобусов, а здесь их полно. Мой план на третий день. Мы хотим подняться к озерам Карульди. Это займет у нас весь день, это восхождение. Это тоже будет такой пеший трек в горы. Ну и 4-й день, скорее всего, это будет Мазери. Это село здесь недалеко. Ну, насчет 4-го дня мы еще пока, у меня есть сомнения. Может быть, к водохранилищу Ингури съездим, посмотрим. В общем, пока сегодня так. Сегодня у нас по плану Местия, канатка и ледник. Все, хорошего всем дня. Выходим с дома. Сейчас нам где-то километр идти до трассы. Мы едем в Местию. В горах снега. Очень холодно сегодня. Холодно даже так. Прям возле нашего дома есть целебный минеральный источник.
и из него можно пить. Здесь набирают воду хозяева. Он лапу дает, он лапу дает. А ты видела голова козла на ворот? Вот, смотри. Как вы поняли, мы сняли дом не в самой Местии, а в маленькой деревушке Бечу, в которой всего один магазин. Местия более туристическое место с хорошо развитой инфраструктурой. Здесь есть центр с множеством кафешек, и почти в каждом доме сдаются комнаты. Но мы же хотели остановиться именно в настоящем сванском доме, подальше от цивилизации, чтобы почувствовать этот колорит и быт местных жителей. Думаю, что у нас это получилось. Мы доехали вместе, мы сейчас находимся на центральной площади. Центральная площадь называется Сети. Сейчас мы пойдем в информационный центр, он с 10 работает. Там можно бесплатно взять карты. Карты разных маршрутов, разных треков. Где он? А он вот там, вот в той стороне. Идем. Мне это напоминает, знаешь, какое это место? Здесь на центральной площади есть вот такое кафе Лайла. Здесь умеренные цены, недорого, и вечером живая музыка грузинская. Нужно приходить заранее, занимать столики после 8 вечера. И вот здесь вот информационный центр, где мы возьмем карты маршрутов. Ты такой-то вампир маленький, моральный вампир. Не заправляй. Берите воду, идем дальше. Я прячусь. Мы сейчас будем в Хацвале подниматься на подъемнике. Мы идем посмотрим, работает ли нижняя станция канатки, потому что там идут перебои, и она часто не работает. Если она не работает, то нужно будет взять машину, и 8 километров отсюда есть вторая станция канатной дороги. Она всегда работает, средняя которая. И мы поднимемся на вершину, с которой видна Ужба, видны самые большие вершины, здесь заснеженные. Далеко? Да. Далеко? Центра до нижней станции канатной дороги идти чуть меньше километра, и тут везде есть указатели. Вот такие вот таблички в Месте, Хацвали, лыжный этот подъемник горнолыжный. Хорошо. Вот здесь вот кассы, и мы здесь возьмем билеты на канатку. Подъемник стоит 15 лари взрослый, дети до 10 лет бесплатно. Ася уже у нас идет как взрослый, поэтому у нас вышло на троих 45 лари. Но сегодня какая-то профилактика, и до Зурульди, до смотровой площадки, до ресторана он не работает, поэтому мы доедем только до середины, как я поняла, что нам немножко не повезло. Но я думаю, что оттуда все тоже будет видно. Кто у нас капризунька? Кто? Она не хочет, она хочет ходить. Ей нравится, когда ее трясут перенос. Так как следующая станция канатки не работает, закрыта она на ремонт, то сейчас мы Алису покормим, и дальше мы будем подниматься пешком. Там очень далеко. Да, идти нормально, с ней, наверное, часа 2 будем идти, до Зурульды поднимемся. Подъем. Нам выделили проводника. Ну все, в путь. Горы Сванети – это отдельное чудо. Если вы любите горы настолько, чтобы потратить на такое путешествие несколько дней, вам сюда. Здесь есть треки любой сложности и протяженности. Треки с ночевками в палатках, в горах и в маленьких селах по дороге. Здесь просто рай для меня, фотографа. Альпийские луга, колоритные сванские башни и восхитительно красивые горы. Там уже листья желтеют.
Осень пришла. Вот эта гора самая высокая, это Ужба. Туда альпинисты поднимаются. Слушайте, как цикады и кузнечики стрекочут. Я чувствую, как храпит Алиса Геннадьевна. Чего она храпит? Говорю, я слышу, как сладко спит Алиса Геннадьевна. Вот кому жить хорошо. Смотри, как холодно сегодня. Иней лежит на траве и на листиках. Вот отсюда видно взлетку. В Мистии есть аэропорт очень маленький. Маленькие самолеты из Кутаиси и Тбилиси сюда прилетают. Уже прошли больше половины пути, и Ужба это самая высокая гора в этом... В Грузии? В этой местности. В районе в этом, да. Девушки льда. Снег лежит. Чем выше, тем снежнее. Красота здесь, правда? Эти листья желтые и красные на фоне снежных вершин. Еще осталось недолго. Вот за нами идет пожилая пара, мужчина и женщина. Они иностранцы, и они старше 70 лет. Такие молодцы. Я вот уважаю таких людей. Они с трекинговыми палками. Такие походники, наверное, с молодости. Наша конечная точка нашего маршрута. И там слышно, как идет ремонт подъемника этого. Ася с Геной идут впереди. А я Таюсю жду, потому что она у нас слабое звено. Да? Маленькое слабое звено. Да, сердце колет, мне пришлось ее ждать. Ася первая долезла. Смотрите, какая красотища. Проснулась, я сейчас ей здесь на солнышке памперс поменяю, переодену, там водички. Вот он, маленький человечек, он сюда дошел, на вершину Зуруль, где мы поднялись, да? О, моя сладкая. А вон пара, по-моему, с Норвегии, девочка маленькая, двухлетняя, ее папа нанес в рюкзаке, покажи, Ася. Там специальное сиденье в рюкзаке. Да, маленькая девочка у папы за плечами была, двухлетняя. Да. А мы идем переодеваться. Давай, Дудь. Тая, смотри, куда ты ей даешь. Слушай, ей было жарко, она потная. Я думала, она замерзла вся бедная. Она замерзла, ей жарко. Жарко моему пирожочку, скажи, маленькому, да? Что сделать? Снять один костюм с тебя, а? Да, скажи, я этого и просила. Наш маленький походник, скажи. А лицо как у нас загорело, посмотри, Ась. Лицо загорело, наш под солнышком было. Да. Здесь у нас, скажи, вот самый маленький человечек, да? Вот пришла собачка кушать. И вот эта вот малышка двухлетняя, которая у папы за спиной поднялась. Да? Кто сказал, что грудной ребенок помеха для восхождений, а? Они не правы, эти люди. Скажи, они не правы, да, Дотя? Ну все, теперь мы идем кушать. Мы с собой взяли что? Мы взяли с собой хачапури, водичку. Да. В будущее я бы хотела себе вот такой рюкзак купить. Обед. Да? А? Да не переживай. Тася очень переживает, что я ее кеды чуть-чуть загадила. Немножко. Да. Ну, совсем немножко. Я их обещала постирать, но это не точно. Нет, они не отстираются. Они не отстираются. Мама, что не такое не отстирывать? Ты взяла мою обувь. Так не нуди тогда, не ходи. Оно не отстирывается. Не нуди. Вот об этом я и говорила, что ты, если будешь бежать, ты упадешь. Ужас. Нет, не грязная. Тебе повезло, что не в грязи выкаталась. А как
Я же по траве Проходи. бежала. Трава скользкая, нога соскальзывает. Сейчас будет забег за кусок хачапури. Забег за кусок хачапури. Кто первый добежит до нижней станции канатки, тот получит До кусок сетки. хачапури. Только я боюсь, что вы Мне как от этого колобки. места, мне от этого Да, дальше. как колобки покатитесь. Мне это как муж победил. Старт, внимание, марш! Ну что? Ася хитрая, обхитрила. Садись. Ну все, там у Таи уже шансов нет. И много всяких кафешек и ресторанов, но мы идем на центральную площадь, именно в Тулайлу, там будем обедать. Будем кушать. Самый голодный человек у нас. Так, вот мы заказали пельмени в горшочке, 12 лари, лобио 5 лари, и детям я взяла один суп на двоих, куриный супчик за 8 лари. Кушайте супчик, вам уже разделили. тоже буду пельмени. Вот ты сначала съешь суп, потом поговорим с тобой. Оса рядом с тобой, гони ее. Салфеточку нам надо. Фасоль. Лобио — это фасоль в горшочке. Коричневая жижа. Ну, очень вкусно, между прочим. Arada